Всем привет, друзья, на связи Пентагон. Это традиционный еженедельный выпуск Пентагон Лайв, где мы совместно с вами смотрим за рынком криптовалют. По сути, идет вторая часть. Спустя пару дней я сделал быстрый обзор на биток, собственно, после вот этого падения, где предположил, что мы вернемся минимум к 47 200. Собственно, дважды мы к этому уровню сходили. И сейчас, по большому счету, жду, наверное, закрытия всех рынков. И, возможно, в выходные, за выходные дни сходить в сторону 48 500, 48 700. Что сейчас жду? Вспоминаем наш любимый фрактал, который мы с вами проторговали, скажем так. И по результатам этого фрактала я рассчитываю увидеть ретест пробитого тренда. Он находится на отметке 48 500, 48, 48 900, возможно. То есть это будет возможно только в случае, если мы закрепимся в течение сегодняшнего дня выше отметки 44 600, не прольемся под уровень 44 400. В таком случае уже получим с вами отработку головы и плечей. И, собственно, как вот здесь, вот в этом варианте, мы проторгуем вот эту соплю вниз, и уже где-то здесь в районе 40-42 можно будет подыскать какие-то короткие лонг-позиции с целью вот этого отскока. Но, мне кажется, этот отскок уже идет. Есть, скажем, такая вероятность этого всего. Поэтому в случае, если мы закрепимся выше 44 500, грубо говоря, то к концу недели, то есть к воскресенью, возможно, нас закинут вот куда-то вот в этот ордер-блок. В принципе, все, что выше уровня, вот так вот, я думаю, для меня будет достаточно интересной зоной для шорта. То есть от 47 600 вплоть до, наверное, 48 800. Будет интересна вот эта вся зона. В таком случае буду ждать ретест пробитого тренда, гип, и затем уже вот от этого гипа на следующей неделе пойдем в сторону обновления лоев. Обновление лоев как локальных на отметке 42 тысячи, так я думаю, что и пробьем уровень 40-38. То есть мой план сейчас какой? Подытожу, да, по битку. Если мы в течение сегодняшнего дня закрепляемся в течение ближайших нескольких часов выше отметки 44 500, не проваливаемся на этом уровне, CME закрывается на этой отметке, и за выходные можно будет сходить к верхней границе. Это в случае, если мы закрепимся. То есть, давайте я вам еще раз покажу. Так, давайте возьму какой-нибудь более простой вот такой график. Соответственно, у нас есть тренд, мы его пробили, проретестили, и сейчас, я думаю, мы вот должны сходить на ретест вот этого пробитого всего накопления, которое от 7 августа, собственно говоря, у нас было. И вот по большому счету этот какой-то, ну это даже, это не фрактал, это вот здесь вот от какого-то локального двойного дна. Напомню, что на линейном графике этого пролива не будет, соответственно, я могу оценивать это как возможное локальное двойное дно. Ну и в случае невозможности прохода уровня дальше, вот этого двойного дна, последует отскок куда? Минимум, конечно, к сопротивлению вот этого треугольника, который фактически образован, да, то есть, так вот даже сделаем, чтобы было понятнее. То есть минимум к верхней границе этого треугольника, это отметка 46 300. В случае пробоя за выходные вот буду, наверное, ждать похожего какого-то движения с походом в район 48 300, 48 400. Это хороший бычий сценарий. Здесь берем в этом диапазоне шорты. Как бы вот даже вот так вот я бы сделал. Вот во всем этом диапазоне с дальнейшей фиксацией. Так. С дальнейшей фиксацией вот здесь вот в районе 38-40 тысяч, я думаю, как минимум. Это задача минимум. Диапазона между этими задачами, в принципе, достаточно для совершения как и скальп, так и свинг сделок.
Это хороший сценарий на рост к выходным. Есть негативный сценарий, это вот поход к верхней границе и дальнейшая аккумуляция в треугольнике с плоским дном с дальнейшим обновлением вот этого лоя, формированием дивера и все тем же самым отскоком. Ну, в таком случае мы просто где-то в районе 42 тысячи будем стараться искать лонговые какие-то позиции с целью, в таком случае вот здесь будет какая-то линия сопротивления, и вот от этой линии сопротивления появится новая, скажем так, новая граница, выше которой закончится это нисходящее движение, да, коррекционное. То есть, по большому счету, я на самом деле настроен, конечно, подшортить где-нибудь повыше. Я что-то не успел вот здесь вот 47 100, 47 200 взять шорт от 47, закрыл в районе там 46 200, то есть поход на 45 тысяч я типа не цеплял, только зацепил лонг. Сейчас у меня лонг 45 050 вход, стоп, естественно, пока стоит в безубытке. Ну, я поставлю этот стоп пока под, наверное, 44 400, и в случае, если мы сможем закрепиться, мы сможем в течение этих выходных пробить вот это сопротивление какое-то, то вот где-то здесь в районе 48 500 я буду искать точку для шорта с дальнейшим походом в сторону 38. Так, с битком закончил. Погнали эфир. У эфира был большой треугольник, собственно, мы его сейчас по большому счету тестируем, причем тестируем две его сразу границы. В случае ухода под отметку 3200 я буду ждать отметку 300, здесь же можно будет лонгануть, но мне кажется сейчас уже, если сбиток закрепит, то и эфир сходит как минимум к отметке 3480 и возможно здесь на какую-то двойную вершину мы сходим. Но также буду пытаться шортить и эфир. В случае, если мы, допустим, уже с текущих пойдем вниз вместе с битком, то сценарий с походом минимум на 300. То есть 300 и вот эта вот вся, скажем так, граница сопротивления, еще и вот этого, скажем так, накопления, ну, для меня будет, наверное, какой-то локальной точкой, такой скальп-точкой, можно попробовать. Опять же, все будем смотреть на выходных. Теперь перехожу к альтам. Что вообще нужно откупать, когда все идет по звезде? Короче, берете как минимум, рисуете себе трендовую линию, вообще иметь, чтобы себе какой-то, скажем так, вектор, и уже вот этой линии пляшете. Вот, допустим, сейчас BNB, что есть по BNB? Мы либо пробиваем и идем на ретест, да, это вплоть от рост 420-500 баксов, либо не можем пробить вот эту косую сопротивление и уходим по фибе к 0.382, это отметка 360 баксов. То есть вы для себя можете по каждому альткоину или под каждой той монете, которую вы хотите торгануть, для себя эту зону выделить, потому что на всех этих альткоинах одни и те же паттерны. Вот давайте пример. BNB раз, эфир 2. То есть мы либо пробиваем, уходим наверх, либо не пробиваем, уходим вниз. То есть у вас вот эта зона, допустим, здесь 380, по BNB это 418, по, я еще хочу посмотреть, TLM, это линия тренда, пробой. Ну, как бы я не думаю, что прям доведут, конечно, до 0, но это здесь вообще 50%, как бы, you know. Litecoin. Ну, Litecoin, я думаю, выскочит все-таки вверх. Сюда-то уже, опять же, в районе 180 баксов. То есть, если я закладываю на битке отскок к ретесту, к трендовой линии, и примерно считаю для себя 5% по битку, то где-то в среднем могу закладывать 8-12% по альте. Ну, вот, допустим, эфир. До ретеста вот, текущего уровня 8%. BNB тут вообще много будет, больше, по-моему, 15%. Да, вот 20%. SLP, да, я даже не буду, надо удалить вообще его стикербука.
50%. White Oak может вообще какой-то треугольник большой с плоским дном рисовать. Neo. Neo минимум, допустим, 13%, а если к верхней границе все 50%. ТВТ. И еще в случае, если мы не можем закрепиться выше этого треугольника, то в принципе это все коррекция перед дальнейшим погружением. Да, вот если, допустим, присмотреться сейчас к битку, в случае, если мы, сейчас даже покажу вот так вот, потому что вижу, здесь появился сигнал небольшой такой к возможной коррекции дальнейшей. То есть мы сейчас на битке по большому счету вот проретестили пробитый тренд. Плюс локально также есть вероятность ретеста какого-то тренда. Поэтому если биточек-то ничего не пробивает, уходит в треугольник с плоским дном, то вся альта, естественно, уходит к плоскому дну. В случае, если биток вот эти все уровни пробивает вверх, тогда и альту можно будет откупать. Но только ту, которая максимально коррелируется с битком. Это вот я вам сказал BNB, хорошо двигается Litecoin, эфир, возможно, Neo. Вот этих активов, в принципе, вполне достаточно. Из более рисковых я, конечно, бы выделил SXP. Но SXP я бы вообще с целью набирал бы вообще вот здесь, вот в районе там 1,8 баксов. Это более какая-то такая долгосрочная покупка. Neo мне тоже нравится, чуть ниже. Я бы, наверное, присматривался типа вот здесь вот, в районе 38 баксов. Ну, по Соляне я говорил, что жду окончания возможного тренда и тащите просто за собой стопики, потому что мы, собственно, вот здесь вот уже неоднократно подходим к уровню, у нас падает проекция, вот, типа диапазон каждого максимума. Вот здесь вот по волне даже можно будет сделать. В случае Солян, если мы пробиваем вот эту отметку, то будет хороший гип в районе 180 баксов. Поэтому обратите внимание на эту зону. С Соляной, мне кажется, там как минимум можно будет фиксануться и где-то перейти, наверное, пойти на перезакуп. Соответственно, если как на Соляне мы увидим пробой вот этого второстепенного тренда, я такой же второстепенный тренд видел на C98, то есть это на всех тех активов, которые стреляли именно вот в последний, скажем так, памп. Причем вот здесь вот уже C98 он пробил и, по-моему, проретестил. Также, если смотреть по верхней границе, также находимся на возможном пробое. Причем здесь вот это левое плечо, пробой правым плечом. То есть, если биток-то и не закрепляется, я жду очень глубокого дальнейшего прогружения по рынкам уже с текущих отметок. В случае все-таки, если нам везет с вами, и мы отскакиваем хотя бы вот к отметке типа 48 100, 48 300, я буду использовать эту всю зону для шорта. То есть это для меня будет пробой ретест всех зон. Плюс начали наконец-то лить сипку, и сипку, я думаю, еще буквально там 2-3 дня на следующей неделе поддержит. И у меня фрактально, я буду ждать вот, типа 15-16 где-то сентября к возможному дампу. Но хотя я уже вижу, что по фракталу этот загиб может быть уже им. Плюс у нас появилась инфа, что стимула-то никакого может и не быть. Он может быть очень локальным, поэтому основные сектора экономики могут быть вообще не задействованы в получении той самой вот этой компенсации. Соответственно, техи, наверное, плюс-минус будут стоять на месте. То есть все-таки корону никто не отменял, но вот, допустим, на
В Фейсбуке треугольник с плоским верхом, плюс Facebook анонсировали выпуск очков, IT-очков совместно с компанией Ray-Ban. Собственно, эта информация сегодня растет. У Apple, я так предполагаю, в конце сентября, как обычно, будет презентация iPhone. Я видел, что iPhone 13 это по большому счету то же самое, что и 12. Ничем не отличаться не будет, только, по-моему, две камеры вот так вот они типа будут стоять на обычных моделях. Вот эта челка останется, поэтому смысла обновлять телефон вообще не вижу никакого. Соответственно, на этой инфе могут пойти вниз, но выход AirPods в-третьих, выход наконец-то Mac, который я жду, 15-инчовый с процессором M1, могут так или иначе свозить еще к верхней границе. Но вот уже на Apple этот треугольник с плоским верхом, на мой взгляд, уже был пробит, и вот это все, это весь выход является сейчас каким-то ложным пробоем. Amazon закрыл гэп и, в принципе, идет на образование головы и плеч. Поэтому тоже очень аккуратненько. По Microsoft, в принципе, наверное, пока ничего не могу сказать. Достаточно органично выглядит. Да и, в принципе, и Google тоже, Alphabet, в принципе, выглядит достаточно. То есть пробой у Гугла 2730 спровоцирует большое количество продаж. У Microsoft пробой отметки 295. То есть если вы находитесь в этих позициях, ставьте себе стопы на эти отметки. У Гугла это 3285. Пробой этой отметки спровоцирует большую волну продаж. У Apple уже близко, то есть вот если мы пробьем отметку 144-145, тоже увидим прям волну скидывания крупными игроками. И Facebook, соответственно, если не пропампится, сделает такой же ложный пробой и поход вниз. Посмотрю еще вместе с вами нефть. Нефть достаточно пока, не скажу, что уверенно выглядит, но на фоне новостей о возможных военных действиях там в Иране все-таки нефть может резко пойти в рост. Поэтому я для себя ставлю триггерную зону пробоя, это отметка 78.80, то есть если выше 80 баксов нефть полетит, то есть вероятность вообще еще какого-то небольшого цикла. По нефти, напоминаю почему, потому что на недельном графике мы с вами пробьем сопротивление, которое идет вплоть от майского 8 года кризиса, и в случае вот этого пробоя вверх, вот эти все, по сути, там 12-13 лет накопления могут быть пробиты вверх, мы вполне вероятно можем даже и нефть за сотку увидеть, поэтому если мы пробиваем отметку 80 на моем индикаторе, нефть вот здесь будет ретестить, идти вверх. Но я пока находимся под уровнем 80, все-таки рассчитываю на глобальную коррекцию по всем рынкам. То есть я за слив, друзья. Глобально, что бы я вам хотел выделить, наверное, и подытожить, и как-то объяснить свою механику, почему я вообще думаю в сторону сливных каких-то настроений. Не потому, что я, типа, по жизни шортист, как говорится, я люблю шортить. Нет, не поэтому. Потому что я не первый год в крипте и достаточно серьезно умею разбирать циклы и, в принципе, вижу образование тех или иных фракталов еще намного раньше, чем они, в принципе, зарождаются. Здесь есть похожая история, в принципе, весь 18-19 вот этот год могут быть идеальным, в принципе, идеальной аналогией нынешнего поведения цены. То есть, где у нас отметка, прошу прощения, так вот как-то сделано, где у нас отметка 28 тысяч, 28.32, то есть вот эта вот большая граница является в свою очередь некой поддержкой, которой являлись 6 тысяч в конце 2018 года. Поэтому для меня, в принципе, дно сейчас пока в районе тридцатки. Если мы это дно пробиваем с первой же, грубо говоря, похода, то для меня активизируется фрактал, который мы рисовали в 2019 году, когда нефть падала на дно в минус. Вот там тоже был такой большой гип.
Сейчас, наверное, надо как-то все это взять. Кошерный какой-то график. Ну вот, наверное, вот это. Обращайте внимание, это с Академии осталось еще. Вот это вот падение. То есть, если мы пробиваем отметку 30, то я буду ждать вот этого движения. Объясню почему. Посмотрите вот на этот погиб а-ля треугольник. И посмотрите вот на этот треугольник а-ля погиб. Так не видно, а вот так. А вот так это вообще почти идентичная история, и лететь нам действительно тогда очень низко, и лететь сразу на 15. То есть мой тогда анализ с походом на 15 будет уже отработан типа очень-очень быстро. Но вот я вижу достаточно большое сходство. Так, наверное, даже как-то. То есть это сброс. То есть фактически, если мы сейчас не закрепляемся выше отметок, все это будет большой летней елочкой такой, где раз, два, три, голова, раз, два, три, на дно, накопление и отскок. То есть в таком случае, друзья, сейчас предлагаю вам, еще раз подытожу, если биточек закрепляется выше отметки сегодня 45, 44 600, 44 800, то, думаю, на выходных мы сходим с вами к отметке 47-48. Здесь уже где-то можно будет посмотреть хороший жирный шорт. В случае, если мы не можем закрепиться выше отметки 44 800, боюсь, что уже поведут сначала на 42, потом отскок от 44 будем ловить как возможный шорт. Так, ну в принципе у меня все. Оставляйте свои комментарии, лайки. До новых встреч. Также стоп. Ну зайди, шуршишь уже без разницы. Хотел бы подвести итоги конкурса. Я нашел победителей на видео. Так, сейчас я их объявлю. Пожалуйста, просто свяжитесь со мной и предоставьте, что это именно ваш аккаунт. Потому что после того, как я написал вчера, вот 2 победителя, мне по 4 аккаунта CryptoParadox написали и 5 аккаунтов там второго. Вот CryptoParadox 46400, первый победитель. Напомню, курс был 46560 в эту отметку. То есть вот CryptoParadox, первый победитель, и у меня еще был еще один победитель. Ребят, прошу прощения, у меня немножко прерывается интернет, приходится делать небольшие паузы. CryptoParadox, первый победитель, и здесь был еще один наш победитель. Вот, Александр Чижиков, 46230, напиши мне, и все. 2 победителя, и третий у нас с Телеграма. Он 46560. Так. Все. Этих товарищей прошу написать мне в личку, показать, что это ваш аккаунт на Ютубе, и я отправлю вам ваши призовые. Спасибо, друзья. Оставляйте комментарии, лайки. Пока-пока.